Москва получает мощного союзника. Открытое появление индийских военных на территории России. Готовы ли они вступить в бой? Орбан впутался в новый скандал, что связывает воедино премьера, Швецию и 280 девушек. Взрывы буквально в домах у военных преступников. Украинская разведка доказывает, что найти можно всех и дотянуться даже на самом Дальнем Востоке. Оттепель или отступление. Европа не хочет больше бить по российскому кошельку. США тоже. А вот силы обороны Украины как раз наносят точечный и очень болезненный удар. Об этих и других самых главных событиях вечера вторника 16 сентября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Индия делает выбор на глазах у всего мира и делает его рядом с Москвой. В Дели заявляют, что усиливают оборонное сотрудничество с Россией и укрепляют дружеские отношения. И пусть от Индии в учениях в Беларуси «Запад-2025» участвует всего 65 человек, на фоне общего количества это очень мало. Но тут главное все-таки это символизм. Участие Индии после вторжения дронов на территорию Польши и охлаждение отношений между Вашингтоном и Нью-Дели вызывает беспокойство относительно будущего развития отношений между США и Индией в сфере безопасности. Это демонстрирует приоритетность, которую Нью-Дели придает своим отношениям с Москвой, на что Моди опирается все больше, учитывая неопределенность своих отношений с президентом Трампом. Маневры идут не только в Беларуси. Балтийский флот действует у побережья Калининградской области. Участвуют в них как базы к востоку от Москвы, так и арктические объекты. Издание Bild пишет, что Россия отрабатывает захват Сувалкского коридора, а эпизод с Орешником – это психологическое давление на соседей Беларуси. Давайте вспомним также о присутствии на территории Беларуси американских военных. Мы говорили с вами об этом в предыдущих выпусках. Кроме того, наблюдатели из 23 стран посетили учения, во всяком случае по официальным заявлениям белорусской стороны, в том числе приехали из Венгрии и Турции. Зеленский требует от Дональда Трампа четкой позиции остановить Путина и завершить войну. Рецепт он называет простым. Сначала реальные гарантии безопасности, оформленные на бумаге и поддержанные США и всеми европейскими партнерами, а уже потом прекращение огня. Без документов никаких «договоримся как-нибудь» не будет. Он рассчитывает, что премьер-министр Британии Кир Стармер на этой неделе во время государственного визита президента США в Лондон разложит все по полочкам, именно по гарантиям США для Украины. Перед тем, как закончить войну, все соглашения должны лежать на столе, говорит Зеленский. Это очень важно. Это очень мотивирует украинских военных, чтобы они поняли, что мы положим конец войне и будем защищены. И чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа. Далее мы должны иметь возможность покупать любое оружие, кроме ядерного, конечно, у Соединенных Штатов. Тяжелое оружие, ракеты и так далее. Для нас это очень важно. Далее к действиям. Владимир Зеленский призывает Трампа сделать сильные личные шаги. США, по его словам, могут быстро дать Украине системы ПВО в нужном количестве и ввести такие санкции, которые реально ударят по российской экономике. Он уверен, у Трампа достаточно политического веса, чтобы Путина пугала одна перспектива его решения. Европа уже приняла 18 пакетов санкций. Теперь, говорит Зеленский, не хватает мощного американского. Тон жесткий и к саммитам. Украинский президент раскритиковал встречу Трампа и Путина на Аляске в очередной раз. Говорит, Трамп много дал Путину. По его мнению, в формате США, Россия, Украина результат должен был быть куда предметнее. Длинные руки мести, грохот в тылу. Там, где чувствовали себя неприкасаемыми, военные преступники получили расплату. Владивосток, утро, парковка воинской части превращается в огненную ловушку. Один взрыв, потом еще один. После утренних хлопков на место стягиваются спецслужбы, ДПС и ФСБ. Останавливают почти все машины и проверяют документы. В правительстве Приморья сослались на антитеррористическую комиссию. Серия хлопков якобы связана
связана с использованием газового оборудования. Местные, впрочем, слышали другое. Военные говорили о проходящих учениях. В 9 утра по местному времени на стоянке части прогремел мощный взрыв, за ним второй. На этом фоне источники The Washington Post сообщают о планах СБУ проводить операции против Тихоокеанского флота РФ, включая отправку морских беспилотников на Дальний Восток. До этого ударами дронов ВСУ вынудили российский флот покинуть базу в Крыму. По данным собеседника «Украинской правды», в военной разведке ГУР Минобороны Украины провел спецоперацию в районе поселка Щитовая, где дислоцируется 47-й отдельный десантно-штурмовой батальон 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Этот батальон воевал под Киевом, Угледаром, в Мариуполе, на Курском и Покровском направлениях и отметился особой жестокостью, вплоть до казней украинских пленных. Крупнейший инфраструктурный узел разбит, и теперь варианта 2: или топлива в стране станет меньше, или денег. Ночь вспыхнула над Саратовым, удар пришелся по нефтяному узлу России. Силы обороны Украины заявляют об атаке на саратовский НПЗ. Зафиксированы взрывы, пожар, результаты поражения уточняются. Генштаб подчеркивает, завод делает бензин, дизель, мазут и битумы, всего более 20 видов продукции, и задействован в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ. Объем переработки в 2023 году почти 5 миллионов тонн. Местные каналы ночью сообщали о работе ПВО и временных ограничениях для самолетов в аэропорту. Если подтвержденный ущерб окажется существенным, удар по топливной логистике России станет вопросом не дней, а часов. И это почувствует фронт. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Масштабный штурм. Войска крупными силами перешли в наступление в одном из самых густонаселенных районов мира. Цахал начали наземную операцию с целью захвата города Газа. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на анонимных израильских чиновников. До тех пор, пока интенсивность наступления будет высокой, оно, прежде всего, будет направлено непосредственно на разгром Хамаса, а также создаст больше рычагов для освобождения заложников. Мы хотим захватить город Газа. Почему? Потому что это главный руководящий символ Хамаса. Сегодня, если Хамас потерпит неудачу, как они говорят, они потерпят неудачу. Последние дни Израиль расширял удары с воздуха по городу и пригородам, но избегал ввода войск в густонаселенный север. Теперь речь идет о продвижении на земле. По данным армии, из города за неделю ушло около 300 тысяч человек, тогда как в начале года здесь оказалось примерно 1 миллион перемещенных. Призывы к эвакуации сработали частично, многие боятся, что безопасных зон в секторе больше нет. Евросоюз дает заднюю. Пауза в Брюсселе в самый острый момент. 19-й пакет санкций против России снят с повестки. Без новой даты для голосования, без объяснений. Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что документ не представят в среду. Правительством стран ЕС сообщили об этом поздно вечером в понедельник. Подробностей о сроках никто не говорит. Спикер Еврокомиссии от комментариев отказался. Все происходит на фоне того, что президент США Дональд Трамп и сам ЕС усиливают давление на Словакию и Венгрию, добиваясь снижения их зависимости от российской нефти. Но в то же время США отказываются без Европы шагать в санкционную бездну сами, пропускают Брюссель вперед. Администрация Дональда Трампа не станет вводить новые пошлины против Китая из-за закупок российской нефти, пока европейские страны не обложат высокими сборами товара из Китая и Индии. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью ряду мировых медиа. В Брюсселе видят в этом попытку переложить тяжесть санкций на ЕС. Мол, вы ужесточайте, а мы посмотрим. Но в Европе тоже не слишком торопятся вводить ограничения, и против Китая тоже. Высокие пошлины против Китая нанесут огромный ущерб Евросоюзу. Мы знаем это по США, которые отказались от этой идеи. Отдельная линия – Индия. Трамп поднял для нее пошлины с 25 до 50%, требуя отказаться от российской нефти. ЕС, в свою очередь, договаривается с Нью-Дели о зоне свободной торговли, во многом как ответ на тарифное давление Вашингтона на Европу. Трамп знает или ему сказали, что мы пытаемся заключить сделку с Индией и что мы не хотим торговой войны с Китаем, говорит дипломат ЕС в комментарии Politico. А европейский чиновник, которого цитирует издание Le Monde, формулирует цель так: ударить по прямой и непрямой торговле с Москвой жесткими санкциями против российской экономики, но не ломать при этом свою.
Скандал на ровном месте. Виктор Орбан бьет по Швеции в X, бывший Твиттер, и попадается на лжи. Премьер Венгрии заявляет, будто в Швеции арестовали 280 девочек за убийство. Утверждение это оказалось ложным. Мы не впервые сталкиваемся с тем, что Венгрия говорит глупости. Мы сажаем бандитов в тюрьму, а он сажает оппозицию. Речь идет об отчаянии перед выборами, которые пройдут в следующем году. Впервые за долгое время им бросает серьезный вызов демократическая оппозиция. Премьер Швеции отреагировал жестко, назвал заявление жуткой ложью. Как думаете вы, это разовый вброс или старт новой ссоры между Будапештом и Стокгольмом? Один из самых известных мошенников мира задержан. Громкий разворот в истории афериста из Тиндер. В аэропорту Батуми задержан Саймон Леваев, он же Шимон Иегудахают. Об этом первым сообщил The Jerusalem Post. Задержали его в воскресенье. Адвокат признается, причина неизвестна. Он свободно путешествовал по всему миру, говорит адвокат. МВД Грузии подтвердила грузинской службе «Радио Свобода». Леваев проходит как разыскиваемый по красному циркуляру Интерпола. Леваев 35-летний гражданин Израиля, прославившийся после документального фильма Netflix, который вышел в 2022 годами, знакомился с женщинами в Тиндер, представлялся наследником алмазного магната Льва Леваева и, по данным расследований, выманивал у них деньги. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.